Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео у меня для вас дизайн на тему Япония. Просто, достаточно быстро и очень эффектно. Градиенты и слайдеры. Но на этом моя Япония не закончилась, и для сравнения я еще и порисовала. И данное видео доступно для просмотра спонсором моего канала в качестве кайфового бонуса. Стать спонсором и иметь доступ к дополнительным кайфикам очень легко. Нужно найти кнопку на канале или под любым моим видео «Спонсировать» и нажать ее, выбрать форму оплаты, если необходимо ввести данные. На данный момент у меня всего лишь только один уровень спонсорства, но в ближайшем будущем добавится еще уровень, на котором будет доступен плейлист с насыщенными, четкими информативными видеоуроками, что-то вроде онлайн-курса. После нажимаем кнопку «Купить» и готово. Перестать быть спонсором можно точно так же очень легко и просто и в любое время, также найдя ту же самую кнопку и нажать на нее, тем самым отказаться от спонсорства. Итак, четко, информативно, поехали! Первый вариант градиента 2-3 мм йогуртово-розового с неоновой ноткой, светло-бежевого йогурта и серо-бирюзового на четверть ноготка. Кистью гребешок для градиента разметающими движениями перемешиваю цвета между собой. Чтобы довести градиент до идеала, прохожусь стягивающими такими штрихообразными движениями, тем самым градиент становится идеально ровный и плавный. Не забывая докрашивать, дорабатываю боковых валиков и тонкой кистью на клиентке прокрашиваю возле кутикулы. Градиент просушиваю 60 секунд. Далее мне понадобится негустая база для гель-лака. Тонким слоем прокрашиваю ноготок, базу сушу только 5 секунд. Затем буду использовать безумно красивые хрустальные слайдеры, ссылку оставлю в описании под видео. Буду использовать два номера, два вида этих слайдеров, они идеально подходят по тональности и, собственно, тематика красивой Японии. Я выбрала китайские и японские домики, вырезала необходимый фрагмент, размочила на салфетке смоченной обычной проточной водой и перенесла штампом для стемпинга на недосушенную базу. Так как база недосушена, у меня есть шанс сдвинуть, если перенесла картинку неровно. Силиконовой кистью обязательно расглаживаю все складочки. Я посмотрела на ноготок и как-то пустовато. Поэтому я решила добавить еще надпись иероглифы. Но так как коротеньких надписей нету, не знаю честно, что это означает, но мне закрадывается, что это честно. На китайском, на японском это полная ахинея, скорее всего. Я разрезала эту надпись пополам, чтобы она у меня уместилась вверху и внизу. И точно так же штампом перенесла на ноготок. База у меня недосушена, где-то, если неровно, я чуть сдвинула пальчиком. Силиконовой кистью точно так же пригладила, зафиксировала 10 секунд в лампе. Хрустальные слайдеры достаточно жесткие и плотные, и чтобы они хорошо носились, обязательно их перекрою тонким слоем базы. Базу подсушила и перекрыла весь ноготок слегка выравнивающим слоем матовым топом с серебристыми хлопьями. Излишки топа с самых выпуклых мест слайдера убрала плоской кистью. Топ просушила половину времени и далее наставила глянцевый густой топ на большой палец на перчатку, так удобнее и быстрее всего получается на клиенте. Этим самым топом и тонкой кистью наставляю объем, придавая хрустальность и объемность этому домику. Чтобы топ не растекался и эти элементы не стекались в один, промежуточно фиксирую фонариком либо в лампе буквально по 5 секунд и окончательно уже досушиваю 60 секунд, и мой ноготок готов. Второй вариант дизайна все точно так же, как и в предыдущем, в первом ноготке. Тот же градиент, только с той лишь разницей, что в качестве слайдера выбрала уже вот такую вот красивую гейшу. Также размоченный слайдер перенесла штампом на недосушенную базу. Думаю, здесь комментарии повторно излишни. В общем, наблюдаем за процессом и залипаем.
Третий вариант дизайна и еще один вариант градиента поменяла местами. Вверху у меня серо-бирюзовый, затем светло-бежевый йогуртовый и розовый йогуртовый на кончике. Точно так же кистью для градиента гребешок сначала перемешала разметающими движениями, а затем довела до идеала стягивающими. Не забыла докрасить у боковых валиков и под кутикулы. Градиент просушила 1 минуту. Напомню, он у меня сделан в один слой на молочной типсе. Слайдеры я выбрала с сакурой и надписей с иероглифами. Хорошо размоченные слайдеры перенесла на недосушенную базу. Силиконовой кистью обязательно разглаживаю складочки все. Чтобы слайдер хорошо носился, перед перекрытием топом обязательно промазываю базой для гель-лака и также ее фиксирую 10 секунд. Я перекрыла ноготок матовым топом с серебристыми хлопьями. Излишки топа сняла плоской кистью, просушила половину времени и густым глянцевым топом наставляю объем. Где необходимо, дублирую, промежуточно фиксирую фонариком. Окончательно досушиваю дизайн 60 секунд и ноготок готов. Следующий вариант дизайна градиент делаю под красивых рыбок. На 3/4 ноготка йогуртовый бежевый и на оставшуюся часть серо-бирюзовый. Разметающими движениями перемешала цвета между собой и стягивающими довела до идеала. Градиент сушу 60 секунд. Я выбрала вот таких вот 2 рыбок, чтобы они по максимуму заполнили ноготок. Точно так же прокрасила базой и на недосушенную базу перенесла данные слайдеры. Силиконовой кистью пригладила слайдеры и добавлю изюминки в виде голубых хлопьев. Наставила поточки и их растушевала. Кстати, если делаете чисто для себя данные дизайны, не обязательно закупаться всеми цветами этих лаков. Можно взять обычные сыпучие эти белые хлопья и просто капнуть каплю базы и буквально точечку необходимого цвета гель-лака. Перемешайте, вуаля, у вас любой цвет этих хлопьев. Чтобы слайдеры хорошо носились, я перекрыла их базой, излишки сняла плоской кистью, зафиксировала в лампе и затем перекрыла матовым топом с серебристыми хлопьями. Точно так же, чтобы слайдеры не потеряли свою фактурность, плоской кистью сняла излишки. Топ просушила половину времени. Густым глянцевым топом без остаточной липкости и тонкой кистью наставляю объем и придаю хрустальность этим слайдерам. Промежуточно фиксирую либо в лампе буквально по 5 секунд, либо фонариком. Где необходимо, дублирую объем. Также наставлю совсем маленькие капельки на вот эти серебристые хлопья внутри матового топа. Окончательно досушиваю дизайн на 1 минуту и ноготок готов. И пятый вариант дизайна, также градиент в качестве подложки, на четверть у меня серо-бирюзовый и на оставшуюся светло-бежевый йогуртовый. Градиент просушила 1 минуту и на недосушенную базу переношу слайдеры. Я выбрала вот такой красивый лотос хрустальный и хрустальную ласточку. Силиконовой кистью обязательно пригладила. Хрустальные слайдеры жесткие, чтобы они хорошо носились, перед перекрытием топа обязательно промазываю базой. Я перекрыла ноготок матовым топом с серебристыми хлопьями, просушила половину времени и густым глянцевым топом без остаточной липкости наставила хрустальность и этот объем. Где необходимо, дублирую, а промежуточно фиксирую либо фонариком, либо в лампе. Окончательно дизайн досушиваю 1 минуту и ноготок готов. Ну что скажете, как вам эти хрустальные птицы, цветы и даже домик с гейшей? Надеюсь, у меня получился очередной сеанс маникюра залипалого или маникюротерапии, как называют мои клиентки. И это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне очень приятно, а также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи.
и до новых встреч!